Всем привет! С вами Елена, и это канал «Вот бы мне». Друзья, на нашем канале мы часто рассказываем про судебные иски от тех или иных адвокатов для победителей лотереи Green Card. Если у кого-то из них появляется новый иск или открывается донабор в старый, мы стараемся не пропустить эту новость и делимся информацией с вами. На этот раз у Ларри Глейзер и его жены Николет Глейзер появился так называемый wait-list для желающих присоединиться к иску, заполнив который вы получите уведомление на электронный адрес, как только откроется донабор. На официальном сайте Glazer этот wait-list мы не нашли, но я думаю, в ближайшее время информация обновится и найти его будет проще. Пока что вы можете зайти в Twitter и найти его там. Ссылку на твит я, конечно, оставлю в описании под видео, но также оставлю и прямую ссылку на этот лист ожидания. Напоминаю, никакой платы за заполнение бланка нет, и если вы передумаете участвовать, не проблема. На данный момент вы отправляете эту форму только для того, чтобы вам пришло уведомление, как только появится возможность вступить. Когда это произойдет, не знаю, точной даты нет. Открыв сайт с формой, становится ясно, что в скором времени появится возможность присоединиться к уже существующему иску под названием DV 2021 Problem Consulates. Про сам иск в этом видео я рассказывать не буду, так как уже делала подробный разбор в другом видео, подсказка на которое сейчас появится вот здесь и в описании. Обязательно его посмотрите, если еще этого не сделали. Первоначальный взнос за участие составит $900 для одного человека и 1150 для семьи. Количество детей в данном случае на цену не повлияет. Кроме того, после подписания контракта в случае получения приглашения на собеседование вам будет необходимо заплатить $350 дополнительно. Заметьте, не в случае получения визы, а в случае получения приглашения на интервью. Присоединиться к иску могут только те победители, чье собеседование должно проходить в Албании, Казахстане, Турции, Молдавии, Непале, России, Украине и Узбекистане. Как я уже говорила в обзоре на иск, принцип выбора стран нам непонятен, ведь ситуация с проведением собеседования в них абсолютно разная. Но я лишь озвучиваю информацию, которая есть. Выбирайте из списка ваше посольство, вводите все необходимые данные. Все вопросы вы можете перевести на удобный для вас язык с помощью переводчика. Укажите все данные правильно и обязательно добавьте контактную информацию, как минимум адрес электронной почты, чтобы с вами могли связаться. Ответив на все вопросы, в конце вы получите такое сообщение, в котором говорится о том, что если вы подойдете под критерии для вступления в данный иск, то получите уведомление. Как видите, ничего сложного нет, и весь процесс заполнения этой формы займет не более 5 минут. В любом случае, перед принятием решения я настоятельно рекомендую ознакомиться с нашим обзором этого иска, а также внимательно прочитать всю информацию на официальном сайте самостоятельно. Мы не можем советовать, вступать или нет, мы только делаем обзор. Единственное, о чем я могу сказать наверняка, все адвокаты, о которых мы рассказываем, надежные. Но все они, как, впрочем, и все другие адвокаты, как выигрывали дела, так и проигрывали. Никаких гарантий того, что вступив в тот или иной иск, вы точно получите желаемое, нет. На сегодня все, друзья. Я, как и всегда, буду держать вас в курсе событий и делиться всеми самыми важными новостями на тему лотереи Green Card и иммиграции в США максимально коротко и оперативно. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.